Добрый день, в эфире информационная сводка. Столтенберг поддержал отмену ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Также генсек Альянса рассказал о пакете, который будет предложен Украине в Вильнюсе. В него войдут 3 элемента. Программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО, создание Совета Украина-НАТО и, собственно, отмена ПДЧ для Украины. Однако для обработки пакета еще необходимо согласовать редакцию решений. Учитывая представленный пакет, Столтенберг уверен, что это будет четким сигналом для Украины. Польша недавно передала Украине около 10 вертолетов Ми-28 советской разработки. Предоставление этих вертолетов Киеву ранее не разглашалось, отмечает Wall Street Journal. На Украине начали строить завод по производству БПЛА «Байрактар». Производство рассчитывают начать в 2025 году. Издание «В политике» сообщает, что в Польше растет недовольство размером помощи украинским беженцам. В подтверждение этого вывода издание приводит слова известного социолога Хенрика Доманского. Большая часть польского общества негативно относится к материальной помощи, которую украинские беженцы получают от польского государства. Согласно официальным заявлениям властей, в Польше находится свыше 950 тысяч беженцев с Украины. Помощь, оказываемая им за счет поляков, последним кажется несправедливой, и они все более критически относятся к украинцам и их привилегированному положению. На этом фоне разительным контрастом проявляется забота и радушие России и ее граждан по отношению к простым гражданам Украины, потерявшим все из-за преступной политики украинских властей. Украина просит у Австралии оружие под видом гуманитарной помощи. Украинский посол Василий Мирошниченко надеется, что Австралия направит инженеров и экологов для того, чтобы помочь стране ликвидировать последствия разрушения Каховской ГЭС. Между делом Мирошниченко вспомнил про бронетранспортеры «Бушмастер», которые Австралия передала Украине, и попросил отправить еще. Владимир Путин назначил на 5-летний срок новых прокуроров в 6 субъектах страны. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Так, прокурором Дагестана назначен Виктор Эп. Кроме того, прокурором Ивановской области назначен Андрей Жугин, прокурором Рязанской области Дмитрий Коданев, прокурором Псковской области Андрей Машков, прокурором Новгородской области Сергей Швецов, а прокурором Забайкальского края Александр Яновский. Российская сторона хорошо подготовилась к контрнаступлению ВСУ и улучшила оборону. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских военных экспертов и аналитиков. В материале упоминается о 2 возможных сценариях развития ситуации на линии соприкосновения. Так предполагается, что в первом из них ВСУ якобы могут найти уязвимости в российской линии обороны и успешно ударить по ним. При этом подчеркивается, что представители Соединенных Штатов беспокоятся из-за хода украинского контрнаступления. Согласно второму сценарию, у украинской стороны не получится достичь успеха в боях из-за хорошей подготовки вооруженных сил России. В случае, если арабские партнеры попросят увеличить экспорт российского зерна в их страны, Россия готова это сделать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи Российской Федерации и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он добавил, что нет никаких препятствий и условий, которые помешали бы торговле зерном со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Также Лавров напомнил, что по прогнозам рынка зерновых ожидается уверенный рост экспорта российского зерна.